Здравствуйте, дорогие овны! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю с 28 октября по 3 ноября. Множество разных событий может вас поджидать, поэтому давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! Понедельник Луна останется в знаке зодиака Дева в вашем шестом доме гороскопа. Это хорошее время, чтобы обратить внимание на здоровье, дорогие овны. Если вы планировали какие-то походы к врачу, сдачу анализов, консультацию захотите взять у врача, в клинику обратиться, в поликлинику, начать лечение, то этот период для этого подходит, дорогие овны. Вы захотите разложить все по полочкам. Все, почему у меня болит голова? А надо решить. Почему? Поэтому я иду в поликлинику, сдаю анализы и выясняю. Вот как-то вот так захочется вам, возможно, решить вопросы, связанные со здоровьем. Шестой дом гороскопа – это наши обязанности, прямые обязанности на работе, поэтому, может быть, там вы будете раскладывать все по полочкам. Может быть, сейчас вы вернулись из отпуска, или с больничного вышли, или, может быть, после выходных придется разбирать какие-то задачи, которые вы не успели на прошлой неделе. Поэтому это тоже время для того, чтобы все задачи успеть решить в понедельник. Ну и также, когда Луна в знаке зодиака Дева, мы можем влезать в чужие дела только чтобы помочь. Поэтому здесь хочу посоветовать, дорогие овны, прежде чем, так сказать, предлагать руку помощи, поинтересуйтесь, может быть, человек справится и без вас. Шестой дом гороскопа – это все, что связано с домашними животными, поэтому, может быть, вы захотите наконец-то взять в дом собаку или кошку, или если у вас уже есть питомцы, может быть, прикупить что-то им захотите в понедельник. Новый корм, или, может быть, какую-то вот эту будочку для кошечки, чтобы она там лежала и кайфовала. Может быть, и такие мысли вас посетят. Шестой дом гороскопа – это все, что связано еще с ремонтом. Это хорошее время, чтобы закончить ремонт, поставить в нем точку. Или вы захотите, наоборот, что-то передвинуть в квартире, переклеить обои, перекрасить стену. Вот что-то могут такие быть идеи в понедельник. Нужно обращать внимание на желудочно-кишечный тракт, на зрение и на слух в понедельник, потому что знак зодиака Дева отвечает именно за это. 3 дня подряд. Вторник, среда и четверг. Луна окажется в знаке зодиака Весы в вашем седьмом доме гороскопа. Это время, когда больше всего вы будете озадачены и озабочены проблемами и вопросами, связанные с вашим партнером, с браком, с отношениями. Может быть, вы никак не могли решить сейчас какую-то бытовую ситуацию, выйти на какой-то компромисс, и вот в эти 3 дня вы сможете это сделать. Или договориться о чем-то с партнером вы захотите, или потребовать от него какие-то обещания. Может быть, и так проиграется Луна в эти 3 дня. Вообще, когда Луна в Весах, у нас хорошее настроение. Мы готовы общаться, потому что знак зодиака все-таки Весы – это общительный знак, воздушный знак. И у нас подключается вот эта вот энергия на контактность. Идти на контактность намного легче. Поэтому, если вы сейчас свободный представитель знака зодиака Овен, может быть, вы решитесь пойти на свидание в эти 3 дня, в один из этих 3 дней. Или, может быть, вы с кем-то познакомитесь во вторник, в среду или в четверг, этот человек вас заинтересует. Может появиться новая симпатия в эти несколько дней. Поэтому будьте просто открыты, смотрите, наблюдайте за знаками, дорогие мои. Седьмой дом гороскопа – это партнерство, это сотрудничество, в бизнесе в том числе. Поэтому, может быть, вы будете выходить на новое партнерство, с кем-то заключать договора, сделки, или, может быть, у вас сейчас свой бизнес, и вы позовете кого-то еще в этот бизнес. Это хорошее время для того, чтобы посещать какие-то культурные мероприятия. Это театры, это кинотеатры, музеи, галереи, выставки. Если вы планируете такие походы, выбирайте вторник, среду или четверг, дорогие мои. Также в этот период улучшаются взаимоотношения с родственниками. Если вы сейчас находитесь в ссоре с кем-то или в недопонимании, то этот период подходит для того, чтобы собраться с семьей и наконец-то друг друга простить. И не таить злобу и обиду, дорогие овны. Седьмой дом гороскопа – это еще все, что связано с переговорами, с собеседованиями, с интервью. Если вы выходите куда-то на работу, это хороший период. Вот эти 3 дня
приехать на собеседование, разрекламировать себя, показать то, на что вы способны, и вас могут взять в эти 3 дня. Поэтому я желаю вам удачи, дорогие овны. Ну и также, когда Луна в весах, решительность слабеет. Наши решения могут быть неточными или не иметь конечного результата. Или мы вот во вторник решили так, а в четверг вообще все передумали и решение поменяли. Поэтому, пожалуйста, никому ничего не обещайте в течение этих 3 дней. И если от вас кто-то требует какого-то очень важного решения, дайте себе время. Если позволяет ситуация, скажите: я все решу не сейчас. Там в пятницу или на следующей неделе. Но вот в эти 3 дня решения вы можете свои менять, дорогие овны. Также знак зодиака Весы отвечает у нас за почки, за мочевой пузырь, за кожу и за вены. Поэтому, пожалуйста, будьте повнимательнее. 2 дня подряд, пятница и суббота, Луна окажется в знаке зодиака Скорпион, в вашем 8-м доме гороскопа. 8-й дом – это финансы. Это деньги, которые мы получаем извне, то есть не по нашей работе, это чужие деньги в основном. Это зарплата мужа или жены, это какие-то стипендии, какие-то выплаты, социальные выплаты, доплаты, это могут быть алименты. И в редких случаях 8-й дом – это еще наследство. Поэтому в пятницу или в субботу вы захотите проявить активность в этом плане. Может быть, вы узнали какую-то информацию, что можно получить какую-то выплату и захотите ее оформить. Какие-то документы, возможно, будете собирать. Или посещать какие-то организации, чтобы эти выплаты получить. Пенсионный фонд или, опять же, соцзащита. Вот что-то с этим связано, с государственными органами какими-то. Также 8-й дом символизирует у нас банковскую сферу, банковские услуги, поэтому, возможно, вы будете нетерпимы к каким-то вещам, связанным с кредитами, с ипотекой. Может быть, вам не одобрят в этот период, и вы взорветесь, скажете: как так, почему так? Я хочу взять кредит, а мне не одобряют. Или, может быть, какие-то проценты в банке вам не понравятся, и вы захотите решить этот вопрос. Или, может быть, что-то с ипотекой связанное. Может быть, банк поднимет какие-то ставки, либо еще что-то. Вас это тоже не устроит, и вы захотите решить этот вопрос. Вот немножечко вы будете взвинчены, если так можно выразиться, в пятницу и в субботу. Все, что касается финансов, в эти 2 дня, любые темы касательно денег, вы можете взорваться, дорогие овны. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны и старайтесь меньше эмоционировать, если вдруг кто-то вас выведет на какие-то вопросы, которые вам сейчас ни к чему решать, или которые могут вас действительно довести до белой ручки. Старайтесь сохранять спокойствие, это очень важно будет. Все-таки, когда Луна в Скорпионе, мы немного взволнованы, можно так сказать. 8-й дом гороскопа – дом трансформации, дом нашего изменения, психологического, ментального, духовного. Мы можем начать все сначала, вообще всю жизнь сначала начать. Или, может быть, дать второй шанс себе, или партнеру, или сотруднику, коллеге. Может быть, он ошибся в чем-то, и вы хотите его сразу уволить. Нет, вот этот вот период, когда мы можем давать второй шанс и себе, и другим людям, если на это есть какие-то определенные причины. Вот, овны, будьте повнимательнее. Также реакция на слова разная, когда Луна в знаке зодиака Скорпион, опять чуть-чуть отмотаем назад, что вы можете немножечко агрессивно такие выпады делать в сторону людей, которые вам будут делать замечания или какие-то комментарии. Может быть, вам не понравится, как на вас кто-то посмотрел или что-то вам сказал. Вот вы захотите как-то вот сразу вспыхнуть. Вы все-таки огненный у нас знак, дорогие овны. Я опять призываю вас к спокойствию в пятницу и в субботу. Ну и также это время подходит для интимной сферы жизни. Может быть, там что-то изменить. Может быть, вы сейчас в поиске партнера постоянного находитесь. Или у вас уже есть партнер, и вы захотите что-то поменять в этой сфере. Или как-то чаще встречаться начать. Может и так проиграться Луна в Скорпионе. Помимо этого, у меня на канале есть отдельное видео про новолуние, которое состоится в Скорпионе 1 ноября. Обязательно посмотрите, дорогие мои. Ну а в воскресенье Луна переходит в знак зодиака Стрелец, ваш 9-й дом гороскопа. Это хорошее время, чтобы планировать поездки, дорогие овны. Вот какие-то путешествия в другую страну, бронировать билеты, бронировать отели, гостиницы. Это хорошее для этого время, воскресенье, если вы планируете переезд или путешествие в другую страну. Потому что 9-й дом еще и переезд, миграция в некоторых случаях может проиграться. Так что дерзайте, если вы планируете действительно какое-то путешествие в воскресенье.
замечательно для этого время. Девятый дом – это религия, все, что связано с религиозными убеждениями, местами. Может быть, вы будете общаться на тему религии в воскресенье или встречаться с людьми других культур, другой национальности. Может быть, вы будете общаться на разные темы. Или, может быть, вы будете посещать святые места, какие-то монастыри, церкви, мечети, одни или с кем-то. Может, вас кто-то позовет куда-то, или вы согласитесь на какую-то экскурсию в такие места, тоже вполне возможно. Когда Луна в Стрельце, мы оптимистично настроены на какие-то перемены в жизни, и мы хотим по девятому дому навести какой-то порядок, какую-то справедливость. Возможно, в воскресенье вы столкнетесь с ситуацией, которая может показаться с вашей стороны несправедливой, и вы захотите защитить слабого, поддержать чью-то точку зрения, либо установить такой баланс, чтобы справедливость восторжествовала в какой-то определенной ситуации. Будьте аккуратнее, дорогие овны. Также повышенная интуиция, когда Луна в знаке зодиака Стрелец. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, если кто-то от вас будет требовать какого-то решения. И еще девятый дом у нас символизирует высшее образование, изучение всего нового. Может быть, вам станет интересна какая-то сфера деятельности, вы захотите в ней разобраться, или вы будете читать какую-то литературу, которая поможет вам какими-то навыками обладать станете благодаря этой литературе. Либо какие-то идеи могут прийти извне, и вы, может быть, решитесь действительно повысить квалификацию или пройти какие-то курсы. Может быть, вам друг или подруга что-то посоветуют, и вы зарядитесь этой, так сказать, идеей, этим предложением, и действительно, может быть, кто-то из вас будет поступать в институт или второе высшее, получать третье высшее. Если вы сейчас уже обучаетесь, то это хорошее время для того, чтобы заниматься практикой, больше прокачивать свои знания, как-то из теории приходить в практику. Вот в воскресенье будет намного легче это сделать, дорогие овны. Знак зодиака Стрелец отвечает в нашем организме за печень, за поясницу и тазобедренную часть. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратнее, следите за организмом. Дорогие овны, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, побольше улыбок, позитива. Любите, будьте любимы. На следующей неделе постарайтесь чуть-чуть побольше внимания уделить своему здоровью, своему партнеру и каким-то финансовым вопросам. У вас будет на это сила и энергия решить какие-то нюансы. Хочу вам пожелать еще и удачи в решении этих нюансов. Всем до свидания.